Для начала я ознакомился со всеми стандартными размерами. Затем в бесплатной онлайн-программе «Конструктор кухни» сделал эскиз. В ней я установил размеры помещения и начал подбирать модули. С левой стороны проходит водопровод, поэтому отступаю 3,5 см от стены, а справа около 1 см. Основной целью в этой программе было размещение нужного количества модулей под заданные размеры, а сам чертеж сделал на обычном листе бумаги. Для каркаса кухни использую бруски, мебельные детали ЛДСП, пластиковые опоры и крепежные уголки. Опоры креплю саморезами на 16 в местах, где будут границы модулей. С передней стороны до выступающей части опор я отступаю 50 мм для дальнейшего закрепления цоколя, а с задней стороны отступ делаю на 30-40 мм. Место стыкования ЛДСП совпало с границей двух модулей, поэтому количество опор увеличиваю, а крепление выполняю через крепежную планку к бруску. Еще раз убеждаюсь в точности разметки границ модулей и лишнее отпиливаю, заклеив место отпила самоклеющейся кромкой. Далее нарезаем бруски по 500 мм для поперечного закрепления их в местах, где граничат модули. Это нужно, чтобы вся нагрузка, идущая по опорным брускам вниз, распределилась равномерно по основанию. Чтобы точно закрепить бруски, без трубцин здесь не обойтись. Стягиваем так, чтобы центр бруска проходил по линии границы модулей. Затем с обратной стороны на 3 самореза. Некоторые места показались мне недостаточно надежными, поэтому я усиливаю их дополнительными опорами. Далее нарезаю бруски для возведения стоек для столешницы и креплю их с помощью уголков, а с нижней стороны дополнительно длинным саморезом. При креплении верхних поперечных брусков с передней стороны делаю их короче на 25 мм для дальнейшей установки импровизированного профиля гола для комфортного открывания верхних ящиков без использования ручек. Заднюю стенку ДВП креплю для поддержания правильной геометрии стоек на гвозди и перехожу на возведение боковых пеналов. Их высота 240 мм. Учитывая, что детали ЛДСП по 2 метра, а высота цоколя 100 мм, не хватает 40, поэтому под ЛДСП к основанию я дополнительно установил брусок толщиной 40 мм. Боковые стенки пеналов ограничатся двумя брусками по 2 метра. Это позволит сэкономить на материалах, а также будет отличная вентиляция для духового шкафа. В местах, где будут крепиться выдвижные системы для ящиков, закрепляем бруски. После того, как каркас готов, все бруски обрабатываю защитной пропиткой для дерева, чтобы увеличить их срок службы. Столешница эконом-варианта из древесно-волокнистой плиты с влагоизносостойким матовым покрытием. Все запилы делаю обычным лобзиком, а спиленные места пропитываю толстым слоем лака. С передней стороны выступ над фасадами будет небольшой, поэтому отступаю от корпуса 25 мм, а с задней стороны для плотного прилегания столешницы к стеновой панели до стены оставляю 35 мм.
Настраиваю плиту с мойкой по стандартной схеме. Равняю по центру, при этом смотрю, чтобы отступ от края был не менее 50 мм. Обвожу по малярному скотчу, а затем уменьшаю контур на расстояние посадочного места. И по нему делаю запил, избавляясь от середины. Лобзик пилить непрофессионально, но и ровные линии не обязательны, так как ни один спил не будет виден глазу. Чтобы не думать, просочится кипящая влага через заводской уплотнитель плиты или нет, сажу ее на герметик. Надеюсь, эта плита прослужит заявленные сроки службы, и дальнейшая ее замена будет только вместе со столешницей. Место для канализационного слива оказалось под основанием, поэтому для удобства отверстие под сливную трубу высверлил заранее до установки столешницы. Заливные шланги скрываю за ДВП, монтирую их ближе к смесителю, а окно для доступа к ручкам запорных вентилей сделал отдельно. Чтобы случайно не запачкать столешницу герметиком, аккуратно открываю посадочное место до внешнего очертания раковины. Сверлом Форстнера сделал отверстие в мойке под смеситель. Под духовой шкаф сделал обрешетку с брусков и закрепил на нее фанеру толщиной 6 мм. На этом заканчивается первая часть строительства моей кухни. Во второй части будет расчет верхних модулей, фасадов, монтаж вытяжки, микроволновки и подсветки, а также организация хранения и многое другое. Ну и конечно, в конце видео постараюсь подсчитать затраченные средства. Спасибо за внимание, всем до скорого.